В начале 90-х советские исследователи попытались передать мысль между двумя людьми, которых разделяли больше 2000 километров. Один человек находился в лаборатории за полярным кругом. Другой ждал в большом сибирском городе. Телефон и радио между ними не использовали, потому что информацию хотели передать напрямую из одного сознания в другое. Перед началом эксперимента компьютер выбирал несколько простых графических знаков. Первый участник видел эти знаки и старался как можно дольше представлять их в уме. Второй участник находился на другом конце страны. Перед ним лежал лист бумаги, на котором были напечатаны те же графические знаки. Он не знал, что выбрал компьютер. Участник отмечал на листе те изображения, которые первыми приходили ему в голову. После эксперимента исследователи сравнивали выбранные компьютером знаки с ответами второго участника. Каждое совпадение означало, что человек на расстоянии больше 2000 километров правильно определил изображение, которого никогда не видел. Исследователи объявили, что во время некоторых этапов совпадали до 95% ответов. Это означало, что второй участник правильно определял почти все переданные знаки. Если этот результат был точным, люди действительно могли передавать и получать информацию с помощью мысли. Но необычные события происходили не только на другом конце страны. Первого участника сажали в кресло, окруженное большими изогнутыми листами алюминия. Металл образовывал вокруг человека спираль. Позже эту установку назвали зеркалом Козырева. Во время одного эксперимента мужчина, сидевший внутри спирали, рассказал, что неожиданно оказался в другом месте. Перед ним появился солнечный двор, который он помнил с детства. Мужчина слышал птиц, проезжающие машины и голоса детей. Затем он увидел мальчика лет 5. По одежде, походке и движениям мужчина узнал самого себя в детстве. Но дальше произошло то, чего не бывает в обычном воспоминании. Мальчик остановился, повернулся к взрослому, посмотрел прямо на него и спросил, кто он такой. Позднее эксперимент стал еще масштабнее. К опытам подключились больше 4500 человек из 12 стран. Одни участники пытались принимать секретные знаки, а другие рассказывали о фигурах без лиц, древних городах и сценах из собственного прошлого. Исследователи утверждали, что все эти события связаны с одной алюминиевой установкой. Но могла ли простая спираль одновременно передавать мысли через тысячи километров и показывать человеку его собственное прошлое? И что на самом деле скрывалось за знаменитыми 95%? Чтобы найти ответ, нужно вернуться к первым экспериментам и человеку, который сел внутрь зеркала Козырева. В декабре 1990 года Александр Трофимов и Влаиль Казначеев приехали в Диксон. Это небольшой арктический поселок на севере России, расположенный на берегу Карского моря. Там исследователи собрали установку, которая позднее получила имя Николая Козырева. Сам астрофизик никогда ее не видел. Он умер до начала этих опытов и не оставлял чертежей алюминиевой спирали. Трофимов и Казначеев использовали одну из его идей. Козырев предполагал, что время способно влиять на физические процессы. Исследователи решили проверить, можно ли обнаружить такое влияние рядом с человеком. Они считали, что каждое событие создает физический сигнал. Изогнутый алюминий должен был усиливать этот сигнал, а человеческий мозг должен был воспринимать его как изображение. Так исследователи описывали предполагаемую работу спирали. Сам сигнал никто не записал, а действие алюминия еще предстояло подтвердить. Установка выглядела просто. Широкие металлические листы образовывали проход, который закручивался к стоящему в центре креслу. Внутри не было двигателя, экрана или сложного пульта. Человек проходил между листами и садился в кресло. Металл закрывал часть комнаты, отражал свет и менял привычное звучание голосов и шагов. Слово «зеркало» легко вводит в заблуждение. В установке не было стекла, а участник не видел собственного отражения. Авторы выбрали это название, потому что предполагали особое свойство алюминия. Они считали, что металлическая поверхность отражает неизвестное влияние и направляет его к человеку. Такое объяснение существовало в описании установки, но само отраженное влияние приборы не зафиксировали. С помощью слова «зеркало» авторы описывали предполагаемую функцию спирали, а не доказанный результат.
Это название появилось раньше, чем исследователи подтвердили способность металла отражать неизвестное влияние. По ответам на знаки исследователи могли посчитать совпадения, но участники внутри спирали начали описывать изменения, которых первоначальный опыт не предусматривал. Первые минуты могли проходить спокойно. Затем у некоторых добровольцев холодели руки, появлялись тяжесть в голове, слабость и тошнота. Иногда спокойное ожидание сменялось сильной тревогой. Позднее состояние менялось. Страх ослабевал, тело становилось легким, а руки и ноги почти переставали ощущаться. Участнику казалось, что кресло опускается или что он сам поднимается над полом. После этого люди начинали видеть свет. Сначала появлялись отдельные вспышки, затем линии, окружности и лица. Некоторые добровольцы описывали незнакомые помещения, огромные пространства и древние города. Во время таких эпизодов человек переставал замечать лабораторию. Он видел другое место, слышал звуки и следил за событиями, которые развивались без его сознательного решения. Исследователи узнавали об увиденном только со слов участника. Чтобы сравнить разные сеансы, после выхода из спирали добровольцы описывали и рисовали запомнившиеся образы. На бумаге оставались конкретные линии и фигуры. Организаторы могли положить рядом работы разных людей и проверить, повторяются ли отдельные изображения. Позднее участники стали описывать не только геометрические фигуры, но и присутствие рядом с креслом. По данным организаторов, добровольцы оставили примерно 2000 изображений. На одних листах находились простые линии и геометрические фигуры. На других появлялись лица, неизвестные конструкции и незнакомые места. Исследователи сравнивали работы и искали похожие формы. В некоторых рисунках они узнавали знаки древних культур. Другие изображения казались связанными между собой, хотя их создавали разные люди. Отдельный лист мог быть случайной фантазией. Сравнивая сотни листов, исследователи искали повторяющиеся детали. Организаторы считали такие совпадения признаком того, что участники получают образы из общего источника. Проект расширялся. К опытам присоединялись новые города и страны. Вместе с геометрическими фигурами люди продолжали описывать древние поселения, незнакомые аппараты и события, которых никогда не наблюдали. Некоторые добровольцы чувствовали прикосновение к руке или холод возле шеи. При этом в комнате рядом с креслом никого не было. Следующие участники начали описывать существ, которым приписывали эти прикосновения. Участники описывали светящихся существ без лица. Эти фигуры стояли возле кресла, наблюдали за человеком и иногда приближались к нему. Одни существа молчали. Другие произносили короткие предупреждения, показывали неизвестные места или сообщали об опасности, которая, по словам участников, ожидало человечество. Позднее фигуры получили название «наблюдатели». После появления этого названия разрозненные ощущения стали описывать как встречи с одними и теми же существами. Организаторы связывали часть видений с Диксоном. Они допускали, что окружающая среда способна сохранять сведения о давно закончившихся событиях. Алюминиевая спираль, по их версии, помогала человеку воспринимать эти сведения. Так исследователи объясняли сцены из прошлого, древние города и незнакомые фигуры. Все они могли быть разными сообщениями, которые участники получали внутри установки. По мере расширения проекта описания становились разнообразнее. Одни добровольцы видели знакомые места, другие рассказывали о неизвестных событиях. Третьи чувствовали рядом присутствие, но не могли различить лицо. Все эти сведения поступали от людей, сидевших внутри установки. Затем исследователи сообщили о явлении, которое наблюдали уже снаружи. Во время некоторых сеансов над лабораторией появлялись яркие светящиеся объекты. Свидетели утверждали, что замечали их одновременно с работой спирали. В отдельных рассказах упоминался и резкий запах озона. Диксон находится далеко за полярным кругом. Зимой вокруг лаборатории лежит снег, а солнце долго не поднимается над горизонтом. В такой темноте даже короткая вспышка хорошо заметна. Свет в небе могли одновременно увидеть несколько человек, поэтому его уже нельзя было объяснить только внутренним состоянием одного участника. Точное совпадение огней с сеансами стало бы наблюдаемым признаком действия установки. Камера могла записать вспышку, а часы позволяли сравнить ее появление с началом и окончанием опыта. К этому времени организаторы собрали несколько разных материалов.
У них были рисунки, рассказы участников, наблюдения над зданием и заполненные бланки с ответами. После экспедиции именно бланки можно было пересчитать без участия добровольцев. На них остались знаки, которые выбрал компьютер, и ответы людей на другом конце страны. Проверять знаменитый результат нужно по опубликованным таблицам, а не по силе видений или рассказам об огнях. После международных опытов у организаторов находились тысячи ответов. В поздней книге Александра Трофимова мы ожидаем увидеть общую таблицу со всеми сеансами. В каждой строке должны находиться выбранные компьютером знаки, ответы участника и итог сравнения. По такой таблице любой читатель смог бы пересчитать количество попаданий и ошибок. Но общей таблицы в книге нет. Вместо полной последовательности приведены отдельные показатели для разных этапов и групп. Из опубликованных сведений нельзя восстановить, сколько людей приняли все сообщение, сколько нашли один знак и сколько не угадали ничего. В первоначальном наборе находились 77 изображений. Вероятность случайного совпадения зависела не только от размера этого набора. Важно и то, сколько вариантов разрешали отметить получателю. Одна отметка среди 77 изображений дает человеку мало возможностей случайно попасть в ответ. Несколько отметок повышают вероятность совпадения. Поэтому число выбранных получателем знаков должно учитываться при каждом подсчете. Без этого ограничения два разных опыта могут выглядеть одинаково успешными. В одном человек сразу указывает на правильный знак. В другом он отмечает много вариантов, среди которых случайно оказывается нужный. Представим один заполненный лист. Компьютер выбрал круг, крест и 3 волнистые линии. Человек в другом городе отметил круг, а вместе с ним еще 4 неправильных изображения. Один знак совпал. Однако участник пропустил 2 правильных изображения и добавил 4 ошибки. Такой ответ нельзя считать почти точной передачей всего сообщения. Итог зависит от заранее выбранного правила. При одном способе любое совпадение повышает показатель. При другом способе правильным считается только полностью принятое сообщение. Неудачные листы здесь особенно важны. Они показывают, как часто участник не находил ни одного переданного изображения. Без этих ответов несколько ярких попаданий могут создать неверное представление обо всем проекте. В книге читатель видит проценты отдельных частей исследования, но не получает последовательность всех попыток. Поэтому знаменитую точность нельзя независимо пересчитать по опубликованным данным. Громкий результат мог относиться к выбранному этапу, отдельной группе или особому способу подсчета. Публикация не подтверждает, что почти все участники правильно приняли почти все изображения. Даже полностью совпавший лист оставлял еще одну нерешенную проблему. По нему нельзя определить, участвовал ли в передаче изогнутый алюминий. Нужна ли была спираль зеркала, окружала только человека, который видел выбранные изображения. Получатель находился далеко от лаборатории и работал с обычным листом бумаги. Рядом с ним не было никакой установки. Для объяснения одного совпадения требовались 2 неизвестных действия. Сначала алюминий усиливает мысленный образ, затем другой человек принимает его без прибора и без известного средства связи. Бланк показывает только ответ получателя. Он не показывает, усилила ли спираль передаваемую мысль, и появился бы такой же результат в обычной комнате. Роль алюминия можно было определить прямым сравнением. Часть участников передает знаки внутри спирали. Остальные выполняют то же задание в обычном помещении. Все другие условия остаются одинаковыми. Если результаты 2 групп не различаются, алюминий не усиливает передачу. Если участники внутри спирали показывают устойчиво более высокую точность, материал и форму установки нужно изучать отдельно. Книга и отчеты не показывают результаты такого сравнения. Поэтому заявленный эффект нельзя связать именно с зеркалом Козырева. Сильные ощущения внутри установки тоже не подтверждают действие времени. Человек сидел почти неподвижно, видел меньше деталей комнаты и внимательно следил за телом. Изогнутый металл менял отражение света и звука. В такой обстановке дыхание кажется громче, а онемение руки создает ощущение исчезновения тела, а слабая вспышка перед глазами может превратиться в лицо. Ожидание необычного события усиливает внимание к каждому ощущению. Человек не придумывает холод, тревогу или чувство полета. Он может ошибаться только в причине этих состояний. Организаторы допускали, что сила передачи менялась и под воздействием внешних условий.
Поэтому они начали сравнивать удачные сеансы с состоянием окружающей среды. Исследователи сопоставляли ответы с солнечной активностью, магнитным полем Земли, фазами Луны и особенностями участников. Иногда одна из групп показывала результат заметно выше остальных. Это могло указывать на закономерность. Например, определенное состояние магнитного поля могло усиливать передачу образов. Однако тысячи ответов можно разделить десятками способов. По стране, возрасту, месту рождения, времени сеанса или типу здания. Чем больше вариантов сравнивают, тем выше вероятность случайно найти необычную группу. Обнаруженную связь нужно проверять на новых людях. Исследователи заранее называют условия, при которых точность должна вырасти, а затем проводят новые сеансы без изменения правил. Ни одна другая исследовательская группа не опубликовала повторный результат, который подтвердил бы конкретное влияние магнитного поля, Луны или особенностей участников. Высокий результат отдельной группы оставался интересным наблюдением, но не позволял заранее предсказать следующий удачный сеанс. Таблицы и сравнение внешних условий не подтвердили заявленный эффект. Отдельной проверки требовал самый сильный рассказ участника. Что могло подтвердить видение? Подтвердить настоящий взгляд в прошлое могла деталь, которой человек раньше не знал. Например, участник замечает неизвестную надпись или предмет, а после сеанса исследователи находят подтверждение на старой фотографии. Тогда результат можно проверить без участия человека, который пережил видение. В опубликованном описании знаменитого сеанса такой детали нет. Участник пережил убедительную встречу, но не сообщил ничего, что удалось подтвердить после возвращения. Память не воспроизводит прошлое как неизменную запись. Мозг каждый раз собирает сцену из знакомых деталей, поздних знаний и нынешних эмоций. Поэтому внутри воспоминания могут появляться движения, звуки и неожиданные слова. Похожие ограничения есть и у других сообщений. Рисунки сравнивали после сеансов, а точную последовательность рассказов о наблюдателях восстановить невозможно. Неизвестно, описали ли люди одинаковые фигуры независимо или услышали о них от предыдущих участников. Сходство рисунков тоже зависело от способа сравнения. Одна и та же изогнутая линия может напоминать спираль, глаз или древний знак. Исследователь выбирает подходящий образ уже после того, как видит лист. Более точная проверка начиналась бы с заранее подготовленного набора символов. Независимые люди сравнивали бы с ним каждый рисунок, не зная, какой результат ожидают организаторы. Авторы не опубликовали полную последовательность такой оценки. Предупреждение наблюдателей можно было проверить иначе. Точное сообщение должно содержать место, время и события, которые участник не мог знать заранее. В доступных описаниях такого сообщения нет. Для огней над лабораторией требовалась непрерывная запись с точным временем опытов и состоянием неба. Организаторы не представили такую запись. Над Диксоном возникает полярное сияние. Низкие облака и снег отражают свет с Земли. Без записи нельзя определить, был ли конкретный огонь связан с установкой или имел обычную причину. После экспериментов остались человеческие рассказы, рисунки и отдельные наблюдения. Но ни одно из них не содержало независимо подтвержденного сведения, которое участник не мог получить обычным способом. Проверить саму передачу мысли можно было намного проще. Для этого требовался один знак и заранее установленное правило. Два участника занимают свои места. Только после этого компьютер выбирает одно простое изображение. Первый человек видит знак внутри спирали. Второй находится далеко от него и записывает первый образ, который возникает в сознании. До конца сеанса никто рядом с получателем не знает правильный ответ. Затем выбранный знак и ответ открывают одновременно. Круг считается кругом, а квадрат — квадратом. Правила нельзя менять после просмотра рисунка. Часть сеансов проводятся спиралью, а часть в обычной комнате. Участники не знают, какой вариант исследователи считают рабочим. Такое сравнение одновременно проверяет передачу мысли и роль алюминия. Устойчивое преимущество спирали потребует дальнейшего изучения. Одинаковые результаты покажут, что металл не усиливает передачу. После этого опыт повторяет независимая лаборатория. Она использует те же правила и публикует все ответы, включая неудачные. Именно такого результата у знаменитых опытов на Диксоне пока нет. Заявленная точность не была независимо подтверждена в условиях, где правило известно до начала сеанса.
Установка на Диксоне существовала. Люди сидели внутри алюминиевой спирали, пытались передавать знаки, оставляли рисунки и рассказывали о сильных переживаниях. Нет оснований считать, что каждый доброволец намеренно придумывал увиденное. Человек способен честно описывать события и ошибаться в объяснении его причины. Опубликованные сведения не подтверждают передачу мыслей с заявленной точностью. Они также не показывают, что спираль открывала доступ к прошлому или вызывала свет над лабораторией. Зато эксперимент показывает, насколько убедительными могут быть внутренние образы. Тишина, неподвижность, необычный звук и ожидание усиливают внимание к ощущениям. В таких условиях память способна создать связанную сцену со звуками, движением и разговорами. Для участника эта сцена может ощущаться как реальное событие. Для научного вывода требуется запись, предмет или новое сведение, которое можно проверить после сеанса. Если такой результат появится в независимом опыте, зеркала Козырева придется изучать заново. Пока опубликованные материалы этого результата не показывают. После сеанса в лаборатории оставались алюминиевые листы, кресло и человек, уверенный, что только что находился в другом месте. Возможно, главным результатом экспериментов стала способность мозга создавать внутренние сцены, которые человек принимает за реальные события. Какое объяснение кажется вам убедительнее? Неизвестное влияние времени на материю или особенности человеческого восприятия внутри необычной установки? Напишите свой вывод в комментариях. Если вам нравятся расследования, в которых необычные истории проверяют спокойно и без насмешки, подписывайтесь.